Эй, Нет, что больше всего удивило тебя в трейлере? То, насколько огромные в нем задницы. А теперь давайте поговорим о малозаметных деталях из трейлера. Повторения с другими блогерами не исключены, поэтому для вашего удобства представляю тайм-коды. Лайк, если это действительно удобно. Люсия. Почему вы здесь оказались? Наверное, из-за погоды. Начну для людей, далеких от истинного творчества Rockstar. Да и такие есть, поверьте. Трейлер сделан на движке игры. У Rockstar всегда так было. Да, в трейлере могут использоваться катсцены и даже заскриптованные для игры события, но все, что мы видим, так или иначе попадет в игру, и скорее всего даже лучше будет. Digital Foundry провели технический анализ трейлера и пришли к выводу, что его снимали на консоли, а также подтвердили, что это не синематик трейлер, а записанные кадры на игровом движке. GTA 6 разрабатывается на собственном движке от Rockstar Games Rage 9, и как видно по трейлеру, нас ждет очень хорошая работа со светом и отражениями, а также они очень кропотливо проработали над волосами и их физикой. Также, надеюсь, все понимают, что те обалденные вещи, что мы видели в Red Dead Redemption 2, тоже стоит ожидать в игре. К примеру, как видно из трейлера, они еще лучше передали облака и сохранили их объемность. Но знаете, что действительно будет просто вау? В отличие от игры про Дикий Запад, в GTA 6 у нас будет воздушный транспорт. И вы только представьте, как классно будет пролетать через объемные облака, словно дельфин. И при этом, как видно все так же из того же трейлера, самолеты будут оставлять конденсационный след. Раз уж я упомянул дельфинов, то вы обратили явно внимание, какая же потрясная вода в трейлере, а эти волны от катера ни в какой игре не видел столь реалистичные проработки. Но думаю, игра нас сильно удивит. Представьте, сколько мифов можно будет проверить. Мир GTA 6 будет наполнен животными. Думаю, и рыбалку с охотой в качестве активности нам тоже могут завести. Тут вам и фламинго, аллигаторы, куда же без них, различные птицы, черепахи, дельфины и акула у берега. Что ж, воды штата Леонида будут опаснее вод округа Блейн. Да-да, Rockstar назвали данную местность штат Леонида в честь конкистадора де Леона, который первым высадился на территорию реальной Флориды. И как видно по слитой карте, помимо огромнейшего Vice City, кстати, вы заметили, что во время трейлера нигде не мелькала надпись Vice City, только Vice? Нас ждет еще пару городов и небольшие поселения по масштабу, как Палета, Грейпсид и Сэнди Шорс в GTA 5. Не знаю, что насчет значков на этой карте, но если это тоже правда, то нас ждет множество вариантов жилья для наших главных героев. А конспирологи уже начали строить свои теории об основном сюжете на основе кадров из трейлера и официальном арте, где невооруженным взглядом виден GPS-трекер на ноге Люсии, который свидетельствует о том, что ее выпустили по УДО. А вот на каких условиях и о какой передряге в трейлере она говорила Джейсону. Возможно, в игре придется поработать на федералов. И как вы могли заметить, Джейсон и Люсия – любовники. Кстати, это помещение было в глобальном сливе. А теперь приглядитесь. Это Люсия, и это тоже Люсия. Родинки совпадают и даже сережки. Скорее всего, тут она перекрасила волосы. Для чего и зачем, не спрашивайте. Но, возможно, это связано как-то вот с этой сценой. Симпатичная девушка – главный герой. Давно мы такого в играх не видели, да? И помимо физики волос, похоже, есть и физика других частей тела. А на этой сцене видно то самое из утечки ограбления магазина. А банданы на главных героях, скорее всего, работают по той же схеме, что и в РДР.
Интересно, нам придется отлавливать свидетелей? Думаю, сомневаться о том, что мир GTA 6 будет действительно живым, не стоит. В трейлере показали кучу событий и частей миссий, разные реакции на происходящее. А вот тут на пляже видно, как песок прилипает к ногам, и остаются объемные следы, ибо ноги даже проваливаются туда. Подобная деталь была проделана в игре Horizon Zero Dawn. Сама же обстановка на пляже выглядит очень проработанной. Один мужик снимает S, трясущий ей мадам, другой Мэн наносит спрей на свою барышню, а одного качка некоторые пользователи и вовсе за Рикардо Милоса приняли. Но я думаю, что это просто карикатурный качок, особенно учитывая, что рядом с ним бежит маленькая чихуахуа. И нет, я не про девушку, я про собачку. А если вы скажете, что афроамериканцев в трейлере показали очень много, то скажу, что также много показали латиносов. Но если посмотреть на реальный Майами, то так примерно и выглядит его реальное расовое разнообразие. В игре много знакомого транспорта из GTA Online, а также, разумеется, присутствует новый. Возможно, мы даже сможем застать его в GTA Online, ибо выход игры запланирован на 2025. Понятно, что не весь, но какой-то можем увидеть. Но если вдруг у вас появилась мысль, что Rockstar схалтурили, то нет. В жизни же автомобили тоже не изменяются от того, что вы просто переехали в другое место. Ну и стоит отметить, что по салону мы явно получили изменения. Смотрите, подсветочка, а также зеркала заднего вида наконец-то рабочие. А еще по кадрам, где нам показывают очень проработанный Ocean Drive с той самой машиной из Vice City. А вот тут, кстати, на машине Читах можно заметить не только одноименный номер, но и логотип Гроти из GTA San Andreas. А вот это просто парень с игуаной. А вот в качестве одного из направлений для рокстаровской сатиры они выбрали социальные сети. Только в штате Леонида так извиняются за плохую езду. Обратите внимание, что данная надпись сделана в стиле глич, и вы прекрасно знаете логотип какой соцсети оформлен также. И думаю, вам все эти клипы напомнили всякие сторисы, тиктоки и подобные форматы видео. А если вы еще разбираетесь в англо-трендах, то вы даже знаете, на что это отсылки. А вот, к примеру, в этом моменте фанаты обнаружили, что такой аккаунт зарегистрирован в Instagram, и там написано 1 апреля 2025 года. Интересно, что эта дата и дата первого трейлера присутствуют на футболке из GTA Online. Возможно, это предполагаемая дата релиза игры на консоли. Да, дату на ПК разработчики пока не оглашали, но сказали, что ПК игрокам придется подождать. И раз уж мы заговорили о датах, то во время полицейского штурма можно заметить на нагрудной камере 4 августа. Я так предполагаю, что это чисто игровая дата, когда будут происходить какие-то из событий игры, и это вполне очевидно. Так же, как и очевидно по кадрам из трейлера, что временная ветка будет соответствовать нашим дням. Да и в целом, если говорить про дату выхода игры, то я думаю, что мы получим ее тогда, когда Rockstar будут уверены, что могут выпустить GTA 6 без переносов и кранчей. В трейлере полно отсылок на музыкальных авторов. Вот тут за самолетом виднеется название рок-группы Night Nine и их рекламный слоган в духе Rockstar. Зачем 69, когда ты можешь 919? Ну, возможно, это не один, а буква Т. У чернокожего с дредами на футболке сзади надпись Dr. Destruction. Это псевдоним шведского бас-гитариста группы The Hives. Диджей в клубе южнокорейская исполнительница Peggy Go. А вот этот афроамериканец рэпер Rod Wave. И на его футболке отсылка на игры Call of Duty Black Ops. Также мне показалось, что здесь тоже отсылка на какого-то афроамериканского исполнителя. Если знаете какого, напишите в комментариях. В сцене в доках отсылка на фильм «Полиция Майами» 2006 года. И раз уж речь зашла о полиции, то в Vice City, штате Леонида, у полицейских машин бело-зеленая расцветка. А еще по трейлеру можно заметить, что у полиции весьма разнообразный автопарк. Возможно, будет реализована фича из GTA Vice City, или же полицейские машины будут зависеть от района.
Из полицейского символа можно узнать, что Vice City находится в округе Дейл, штата Леонида, а новостной текст написан на испанском, если вдруг вы не обратили внимания. Дело в том, что большинство людей в реальном Майами говорит на испанском. Вот такое внимание к деталям от Rockstar. А вот эта надпись Vice отсылает нас к декорации в некоторых фильмах и клипах, где рядом с аэропортом красовалась конструкция Майами. Помимо отсылок на фильмы и реальные события из города Майами и штата Флориды, его в шутку называют в США штатом GTA, в игре очень хорошо передана его архитектура, да и в принципе в GTA 5 тоже неплохо были переданы постройки из Лос-Анджелеса и Калифорнии, но тут нас ждет, разумеется, полный Next Gen. Хочется отметить, что GTA 6 уже побила 3 мировых рекорда, и это только первый трейлер. А вот в этом кадре виден магазин оружия «Пешка и пистолет». Конкурент Амунации или ее местный аналог? Подпишитесь на канал, если ждете GTA 6.